Добрый день из Италии! Сегодняшнее видео для меня особенное. Ко мне в гости приехала подруга, и я с удовольствием приглашаю вас провести с нами эту итальянскую неделю в Тоскане, а также в Венеции. И я буду очень рада, если видео вдохновит вас на путешествие, и вы узнаете из него что-то новое и интересное. Доброе утро из Флоренции. Мы находимся на вокзале. Ехать до Венеции нам 2 часа и 20 минут. Билеты покупали заранее за 1 месяц, и в один конец билет стоил 15 евро. Если покупать билет день в день на сегодня, то стоит один билет 55 евро. Добрались мы до Венеции, и вот мы уже в гондоле. Выбрали самого харизматичного гондольера, оплатили 100 евро, и нам сделали скидку 10 евро. Это на 35 минут. Мы купили абонемент на Вапоретто, один стоит 25 евро на сутки. А вот если покупать один билет, то стоит 9 евро, и действует он 70 минут. В Венеции действует новое правило с этого года. Нужно оплатить сбор за посещение города. Если вы приезжаете без бронирования жилья в период с 18 апреля до 27 июля с 8:30 утра до 16:30, нужно оплатить сбор на сайте. Стоит 5 евро, если покупать заранее, а если на месте, то 10 евро. Детям до 14 лет вход свободный. Не все даты платные. Перечень этих дат есть на официальном сайте, и оплату также можно проводить только на этом официальном сайте города. Вот проходим сейчас такой важный маневр. Поворот такой филигранный. Ну хорошо, заходим. Все, повернули. Ой, идет как по маслу. Спокойно. Вот припаркованная стоит. Вот туристы нас сейчас будут фотографировать. Наш гондольер рассказывает нам немножко истории, проводит экскурсию очень вежливо, ненавязчиво, отвечает на все вопросы. Погода сегодня прекрасная, не холодно, не жарко, где-то плюс 20, и туристов не так уж и много. И мне кажется, что май – это самый лучший месяц для того, чтобы приехать в Венецию в том числе. Проезжаем мост Риальто. Подъезжаем к тому месту, от которого мы отплыли. Ну все, паркуемся. Мне очень понравилось. Это обязательно нужно попробовать. Вот так стоят гондолы. Гондола называется по-итальянски, гондола по-нашему. Так они стоят недалеко от пьяццы Сан-Марко.
мы на главной площади Венеции. Людей не очень много, сейчас час дня, возможно, обедают. Ну, вот такая обстановка сегодня. В отличие от других регионов, в которых преобладает паста, Венеция специализируется на ризотто, поленте и свежих морепродуктах. А вот из напитков здесь любят просекко. Это один из символов Венеции, старинное кафе «Флориан». Оно было открыто еще при жизни Антонио Вивальди, и здесь необыкновенно вкусный горячий шоколад. У Венеции есть одна удивительная способность. Она исполняет мечты. Ведь сколько людей мечтает здесь побывать, и это действительно фантастический, волшебный, поэтичный город. Возможно, не все видели фильм «Турист», снятый в Венеции с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли, и его можно посмотреть перед поездкой в Венецию. И даже в туман, в дождь здесь свой шарм, и это всегда как будто бы декорации из фильма. Эта церковь XVIII века расположена рядом с вокзалом, и вход в нее свободный. Завтракаем с подругой в нашем любимом баре. Я взяла себе эклер с кремом шантилье, это сливки с сахаром, а подруга взяла с кремом пастичьера, это как наш заварной крем, и 2 капучино. Хочу вам показать апартаменты, в которых разместилась Женя. Вот такая комната с большой двухспальной кроватью, и она огромная. Женя сказала, спалось отлично, матрас, подушки были супер. Светлая комната, потолки здесь 4 метра. Смотрите, как красиво расписан потолок. Очень красиво. Все новое, этому ремонту около полугода. Апартаменты расположены в историческом здании. Мы бронировали за 2 месяца, и до октября уже ничего нет, все раскуплено. Есть выход на балкончик. Закрываются сначала зеленые ставни, и затем эти белые деревянные двери, и становится в комнате тихо. Апартаменты находятся в центре Пистои. Закрываются ставни и закрываются еще вот эти белые двери. В номере собственная ванная комната. Все здесь новое. Душевая кабина, горячая вода всегда. Женя сказала, и прям сильно горячая. Сантехника. Новейшая, есть фен. Вот такая здесь кухня, есть все необходимое. Кофемашина, микроволновка, чайник, что редкость для Италии. Есть капсульное кофе Лавацца
и еще одна кофемашина Lavazza. Холодильник, два таких столика. Есть необходимая вся посуда, стаканы, чашки, тарелки. И смотрите, какой здесь потолок. Подруга даже не заметила. Я говорю, ну вот смотри же, какой потолок здесь расписанный. Пришли на обед. Давайте вместе посмотрим цены. Это закуски 7-9 евро. Нарезка мясная 17. Это первые блюда. Паста 14, 15, 17. И вторые блюда. Мясо, стейк, рыба, бакала. Вот такие цены. И здесь за накрытие 2,50. Делали покупки в таких небольших магазинчиках, где избранный ассортимент, буквально по одной вещи. Все вам покажу немного позже, что мы купили из одежды. И сейчас хотим пообедать. Смотрим меню. Женя хочет заказать какое-то первое блюдо, а я, скорее всего, возьму карпаччо, возьмем красное вино кьянти и, возможно, еще какой-то десерт. Сразу принесли воду нам и вот такие маленькие тарелочки, в которые налили оливковое масло. Сели за столик, а я смотрю, какая здесь Мадонна, старинная фреска. Вот встала для того, чтобы вам специально показать. Вот в обычном здании, в жилом доме такая сохранилась фреска. Вот так нам подали хлеб и в такой баночке из помидор. Здесь что имеется? Уксус, ачето бальзамика, бальзамический уксус, оливковое масло, соль и перец. Вот в таких мельничках. Заказали мы бурату и помидоры. В меню ее не было, но подруга любит бурату, поэтому мы ее просто вот как дополнительно заказали, они с удовольствием нам сделали. Хлеб в Тоскане часто подается без соли, здесь такой рецепт. И вот в эту маленькую тарелочку насыпается соль, и хлеб туда макается. Мне принесли карпаччо с фенхелем, а Жене пасту. Здесь свинина и говядина. Счет наш составил 50 евро, из них 12 это 2 бокала вина и 5 евро за накрытие стола. Мы приехали в небольшой городок, называется Монтекатини-Терме. Это провинция Пистои, и добраться сюда можно за 15 минут на поезде с Пистои или на машине. Также ходят автобусы. От Флоренции этот город в 50 километрах. И поездом можно сюда добраться за 50 минут. Билет стоит 6 евро. Здесь вы часто услышите английскую речь. Здесь любят отдыхать американцы. И сам город состоит из двух частей. Монтекатини, Терме, Бассо и Альто. На верхней части этого города у меня есть отдельное видео. Я оставлю вам ссылку. Добраться туда можно как на машине, так и на фуникулере. Здесь два вокзала. Удобнее всего выйти, чтобы погулять по центру на остановке Монтекатини-Чентро. Остановка вот здесь недалеко за этой церковью. Здесь есть карусель, колесо обозрения. Городок сам небольшой. И если, например, Флоренция для вас сильно шумная для того, чтобы там остановиться, можно остановиться здесь и путешествовать затем по Тоскане на поезде или на машине. И если вы посмотрите цены на гостиницы здесь, лето не смотрите, летом всегда везде все очень дорого. А вот если посмотрите на сентябрь, то цены вас приятно удивят. И городок здесь тихий.
Когда я путешествую по Италии, гостиницы я бронирую за 2-3 месяца, и тогда цена оптимальна и большой выбор. Здесь галерея с магазинами и атмосферный ресторанчик. И эта дорога ведет на термальные источники. Летом здесь проводится оперный фестиваль, известный. Я была в прошлом году. Здесь прямо целые автобусы приезжают. Иностранцев, американцев много. И на самой территории термальных источников там есть зал, и проходит этот фестиваль. И вот там за колесом обозрения находится верхняя часть городка Монтекатини-Альто. Не все знают, что она есть, не все успевают туда добраться. Туда наверх идет старинный фуникулер, и можно там погулять. Там также есть тротари исторические, в том числе семейные. Мороженое продается. Там средневековый городок с красивой панорамой. А это театр Верди. И вы знаете, здесь проходят хорошие концерты. Много звезд сюда приезжает. Вот сколько здесь афиш. Сейчас работает касса, можно купить онлайн-билеты. Вот здесь это все гостиницы по дороге к термальным источникам. Прогулочные дорожки. И сейчас прогуляемся с вами к термальным источникам, зайдем вовнутрь, можно погулять, отдохнуть, и рядом есть красивый парк. Вход в термальные источники стоит 7 евро, и билет можно купить на входе. Дают стаканчик, чтобы пить воду. Как здесь красиво! И вот как здесь все выглядит. Есть столики, за которыми можно пить воду. Слышу репетицию концерта вечернего. Концерты здесь начинаются либо после ужина в 9 часов, так как здесь строгое расписание, обед и ужин. Ужин в 7 часов, поэтому в выходной день представления, концерты начинаются в 4 часа, для того, чтобы к 7 уже были все свободны, а в будний день в 9 часов вечера. И вот здесь сами источники с водой. Сюда специально приезжают для того, чтобы отдыхать и пить эту воду. Мое внимание привлекло это название Реджина, королева. Попробуем, какая на вкус королева. Какая же соленая Реджина, как будто бы здесь 4 столовых ложки соли. Так, и как же ее выпить теперь? Какие здесь тематические рисунки с водой? А вот дама с кувшином. Здесь тоже наливает воду из кувшина. Попробуем теперь другую воду. А вот эта вода совсем не соленая. Соль не чувствуется. Источники здесь глубоко расположены, 80 метров в глубину. Когда-то давно я интересовалась, чтобы приехать сюда, и находила информацию, что здесь при гостиницах есть доктора, которые прописывают программу.
То есть каждому индивидуально подбирают, какую воду и сколько ее пить. Какой здесь грот. Как все величественно делалось. Какие здесь можно красивые фотографии делать. Вот вижу прям эти кадры. А здесь расположен исторический, очень красивый парк. И каждый раз у меня замирает сердце, когда я сюда прихожу. Только посмотрите, какой красивый здесь потолок. Мне кажется, это самое красивое заведение, которое я видела в Италии, где можно выпить кофе. Какие красивые здесь росписи. А какие здесь столы. Такой маленький столик, круглый. Это настоящий камень. Вот в этом здании проходит оперный фестиваль, и в прошлом году я здесь была. Маленький зал, жарко летом, людей много, всегда полный зал. Несколько месяцев идет здесь оперный фестиваль. Это афиша на сегодня, на 9 мая, и также сегодня будет опера. А вот программка оперы на сегодня. И у них здесь всегда настолько интересно подобран репертуар, что даже тому, кто не интересуется оперой, будет интересно. И здесь находится табличка, что это место под защитой ЮНЕСКО. И рядом здесь находится достаточно большой парк. Я часто приезжаю сюда летом в жару. Здесь много деревьев, скамеечки есть. Женя захотела равиоли с буратой. Мы сейчас покупаем свежие и приготовим на обед дома. И купили готовый помидорный соус. Здесь его делают очень вкусно. Вот так называется пастифичо, в котором мы купили равиоли, иль равиолло. И они открыты и в воскресенье, и в выходные дни. Пасту они делают вручную из ингредиентов высокого качества. И в Пистое это у нас такая известная точка. И купили также уже готовый помидорный соус. Он самый простой, здесь только помидоры и базилик, но на мой взгляд он самый вкусный. И будем сейчас готовить. Смотрите, какие они красивые. На золотом подносе. Произведение искусства. Внутри здесь только буррата. Стоит 20 евро килограмм. Продавец, он же и хозяин, с такой любовью всегда рассказывает, все покажет и скажет еще рецепт соуса, который готовить к пасте. Очень приятно всегда покупать у него. Соус я просто разогреваю на сковородке, а равиоли варю 3 минуты. Паста свежая, варится очень быстро, и продавец сказал, после закипания воды 3 минуты достаточно. И теперь добавляю отваренные равиоли на сковородку и хорошо перемешиваю с соусом.
Равиоли готовы. Очень быстро, 5 минут, и все блюдо уже готово. Так как сейчас сезон клубники, я приготовила такой красивый салат. Здесь руккола, клубника, соль, оливковое масло и лепестки пармезана крупные. Можно еще сюда добавить бальзамический уксус. Я очень люблю рукколу, и когда попробовала первый раз этот салат, мне он понравился. Это действительно такой необычный и вкусный салат, которым можно удивить гостей. И купила еще сыр томино, мне он в прошлый раз понравился. Я думаю, что с этим салатом будет очень вкусно. Как и в прошлый раз, по 3 минуты с каждой стороны его обжариваю на сковородке гриль. Такое получилось блюдо, сыр расплавился. И я думаю, что ваши гости, если вы его приготовите, будут приятно удивлены и запомнят такой салат. Покажу, что купили мы с подругой из одежды. Барака – это итальянский бренд одежды, средний сегмент, его обожают итальянки, магазин всегда полный. Вот такой сарафан выбрала Женя в горох, он длинный, мы уже покупали с ней несколько таких однотонных, а это вот гороховый, прям такой итальянский, очень красиво, сделаем фотографии с ней, с ним. Стоит 18,90 такой сарафан. И смотрите, какие красивые платочки Женя выбрала. Один платочек стоит 5 евро. Этот такой с лимончиками. Этот вот под Дольче Габбана, прям настоящий итальянский, тоже с лимончиками, черный, очень красивый. Несколько она взяла на подарок, несколько себе. Посмотрим, может быть, еще зайдем купим, потому что они действительно красивые. Их можно завязывать и так вот, знаете, как косыночкой. Это такой желтенький с маленькими лимончиками. И еще выбрали вот такую благородную расцветку, тоже очень красивый, универсальный, подойдет под множество вещей. Купили 2 пары джинс, эти стоят 35 евро, прямые, длинные, обычные джинсы. Сели отлично в этом магазине, всегда на нее прекрасно садятся брюки. И вот такие вторые стоят 39 евро, расшитые камешками такими небольшими, чуть побольше. Тоже прямые, но широкие. Тоже в бараке купили 3 вот таких базовых топа разных цветов. Стоят 14,90. Были также нежно-розовый цвет, несколько расцветок еще других были, но вот эти супер базовые. Примадонна – это итальянский бренд обуви. У них и кожаная есть, и хорошего качества эко-кожа. Мы выбрали в этот раз с ней босоножки и зонтик. Сейчас покажу босоножки. 49 евро стоили босоножки. Летние – это эко-кожа. Хорошо сели на ноге. Вот такие ей понравились. Тоже и под джинсы ей подойдут, и под платья, сарафаны на лето. Вот такая обувь. И еще одна покупка в магазине Dolce Vita. Это небольшой магазинчик одежды, там все по единичному экземпляру. И владелец магазина, девушка, делает очень интересную подборку. В этом сезоне, прям в этом магазине было много интересных вещей. Вот такую сумочку Женя выбрала. Это натуральная кожа. Она небольшая, стоила 60 евро. Вот такой купили плащ, стоит 85 евро. Это плотный катон, у него очень интересный дизайн. Здесь на рукавах есть такие застежки. Вот эта деталь мне очень нравится здесь. И он отлично на нее сел, и в плечах, и по длине ей просто прекрасно. Цвет отличный и сделан очень качественно. Подкладка. Все выполнено замечательно. Есть еще внутри такие пуговички. И вот такое черное платье купили. Его сложно показать. Его, конечно, красиво смотреть на Жене. Смотрите, какое роскошное, как оно смотрится. Ну, великолепно. Его можно и под каблук, и под кроссовки. Материал, знаете, как похож на лиоцел, но это все-таки вискоза, я посмотрела. Как будто бы холодит он такой.
Потрясающее платье, отпарим и будет супер кинозвезда в нем. Стоит 55 евро, и это тоже Дольче Вита. И вот такие купили еще украшения. Браслетик такой милый, симпатичный, 10 евро. И сережки. И вот сколько еще купили Жене обуви. Все покупали в Пистое, что-то на рынке, что-то в магазинах. Эти лоферы покупали на рынке. Они полностью сделаны вручную мастером, который живет в Тоскане, в Ареццо. Это натуральная кожа и стоят 75 евро. Эти белые лоферы покупали в Пистое в магазине. Это тоже натуральная кожа, ручная работа, очень мягкие. И продавец, она прям их вот так выкрутила, как тряпку. Знаете, я вам сейчас одной рукой не могу продемонстрировать, но они мягчайшие, и вот их подошва тоже. Здесь такая красивая мятная стелька. Стоят они 90 евро, и был еще цвет такой лавандовый. Кроссовки это эко-кожа, стоили 60 евро и покупали в магазине. Греческие сандали из натуральной кожи со шнуровкой, изготовленные вручную, написано Made in Italy, стоили 60 евро. Это вечерние босоножки, замшевые, натуральная кожа, в магазине покупали 85 евро. Смотрите, какой у меня здесь кактус необычный, как будто бы худенькие огурцы. И балетки. Это тоже натуральная кожа. На рынке покупали. Стоили 30 евро. И вот такие тканевые сумки купили на рынке в Пистое по 18 евро. Женя любит шопинг. Мы много чего купили. И даже пришлось купить еще один чемодан. Потому что много и продуктов хочется ею везти. Купили много сыров, сувениров, одежда, обувь. Купили большой желтый чемодан за 45 евро, очень легкий пластик, маневренный. Смотрите, какие тучки сегодня. Это просто как мультик прямо. И мне кажется, что вот вы иногда видите даже красивее, чем я. Вот сколько сыров мы купили Жене, чтобы увезти с собой домой. Это интересные сыры. Этот выдерживается в вине, а этот в каштановых листьях. Вот листочек даже здесь есть. Это сыр томино, который мы готовили с ней на гриле. Это козий. Это сыр микс. Здесь и коровье молоко, и овечье. Много сыров из региона Пьенца, овечьи взяли. И это пекорино тоскано, известный сыр. Это пармезан тертый. И 2 куска твердого пармезана. У одного выдержка 16 месяцев, а у этого 30 месяцев. Вот такой кусочек стоит 9,55, и здесь почти полкилограмма. Купили также лимончелло из города Сорренто. Лимоны в этом городе считаются самые лучшие, и лимончелло нужно хранить в морозилке и пить охлажденным. И также купили просекко розе. Вот такие съедобные сувениры поедут с Женей домой. И для Жениного мужа мы купили вот такой ликер. Это мой, а свой Женя уже надежно спрятала в чемодан. Это итальянский травяной ликер, который состоит из 40 трав. Но из каких именно держится в строгом секрете. И даже сотрудники завода не знают его ингредиенты. А изготавливается он из ингредиентов, которые зашифрованы в коробочках под номерами. А этот восхитительный французский пакетик Женя подарила мне. Сейчас покажу вам, что там внутри. В нем вот такой мешочек, в котором серьги. Элегантные и изысканные серьги под цвет моих глаз мне подарила Женя. С Женей мы знакомы более 20 лет. Познакомились с ней на концерте нашей любимой певицы Анжелики Варум и с тех пор дружим.
Дорогие друзья, благодарю вас за просмотр этого видео. Я надеюсь, что вам было с нами интересно. Встречайтесь с друзьями, путешествуйте, мечтайте, и пусть все ваши мечты обязательно сбудутся. До встречи в новом видео из Италии.